У малышки Эмили обнаружили опухоль в животе, и это известие стало настоящим шоком для ее родителей, Дэна и Кэтрин. В тот же день у Кэтрин начались преждевременные роды, и ее состояние стало критическим. Врачи быстро среагировали, доставив Кэтрин в операционную. Но все понимали, что ситуация сложная. Ребенок, который только что появился на свет, выглядел нездоровым. Врачи заподозрили, что у него может быть недоразвитая печень. И это добавило тревоги в их сердце. Кэтрин была в сознании, но ее состояние стремительно ухудшалось. Врачи провели спинномозговую блокаду, чтобы облегчить ее боль. Но вскоре Кэтрин потеряла сознание, и Дэн, стоя в коридоре, почувствовал, как его мир рушится. Он увидел свою дочь и был ошеломлен ее состоянием. Врачи работали быстро, пытаясь вернуть Кэтрин к жизни с помощью электрошока, и в какой-то момент это сработало. Кэтрин пришла в сознание, и ее глаза встретились с глазами Дэна. Он, не сдерживая слез, показал ей их новорожденную дочь, надеясь, что это придаст ей сил. Однако врачи забрали ребенка для проведения анализов, и Кэтрин, оставаясь на операционном столе, была обеспокоена тем, что происходит с ее малышкой. Дэн остался один в пустом коридоре, не зная, что происходит с дочерью и как помочь своей жене. Вскоре врачи вышли, сообщив, что с ребенком что-то не так, но они не могли точно сказать, что именно. Кэтрин, все еще в панике, вспомнила о возможной опухоли в печени, о которой говорили накануне. Врачи начали обследование живота ребенка и вскоре обнаружили образование, которое вызывало у них беспокойство. Дэн, наблюдая за работой врачей, чувствовал, как тревога нарастает в его груди. Врачи провели цветное сканирование, чтобы понять, что происходит внутри крошечного организма. Внезапно один из врачей прекратил обследование. И это вызвало еще большее беспокойство у Дэна. Он в панике спрашивал, что происходит, но врачи лишь обменивались взглядами, не желая давать ложные надежды. Наконец, врачи объяснили, что в животе ребенка находится плод. Это известие повергло Дэна в шок. Он не мог поверить, что их дочь была частью чего-то гораздо большего. Врачи решили провести операцию, чтобы извлечь плод и спасти жизнь девочки. Операция прошла успешно, и вскоре после этого ребенок начал восстанавливаться. Дэн и Кэтрин, наконец, смогли вздохнуть с облегчением, полной благодарности за спасение своей дочери. Восстановление Эмили стало настоящим чудом, и ее родители осознали, что их дочь была уникальной, обладая невероятной силой и жизненной энергией. Они знали, что у Бога есть план для всех, и каждый момент, проведенный вместе, был даром. Теперь, когда они смотрели на свою малышку, они понимали, что их любовь и вера помогли им пройти через самые трудные испытания. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.